Всем привет, с вами Мастер, и сегодня мы расширяем свое понимание в том, какие инпуты бывают. Ранее мы уже познакомились с таким типом инпутов, как number, такое поле ввода, куда я могу вводить только цифру. То сегодня мы это понимание немножечко расширим и познакомимся с первым новым типом color. Если я вот тут поменяю type на вот такой, наше поле ввода сразу же визуально поменяется. Сейчас это уже вот такой прямоугольник, по которому я могу нажимать и в нем выбирать какой-либо цвет. Визуально они очень сильно отличаются. Если первое это было обычное поле ввода, куда я вводил только цифры, то это уже целая такая менюшка с выбором цветов. Попробуем сделать сразу же следующую задачу, а именно при клике на кнопку будем менять цвет кнопки на тот, который ранее выбрали в этом поле ввода. Первым делом, как и всегда, я начинаю наши стандартные действия. Подключу наш input JavaScript и добавлю кликабельность кнопки. Это я заранее уже сделал. После выполнения наших стандартных действий я приступаю к написанию логики. Первым делом получу текущее значение из нашего инпута в переменную. Создам переменную v1 и скажу input.value. Как мы могли заметить, я написал нами уже ранее знакомое value. Давайте кое-что запомним. Если мы хотим получать данные из каких-либо полей ввода, данные, которые пользователь выбрал, практически всегда будут лежать в свойстве value. Это работает почти с любым видом инпутов. Я говорю почти, потому что есть всего 3 исключения, но про них мы будем говорить намного позже. Сначала запомним это правило. Когда я получаю значение из поля ввода, я использую value. Как только я получил наше значение, я бы вывел его в консоль, чтобы мы хотя бы увидели, что там находится. И когда я уже консолю, то давайте я законсолю его с черным цветом и с каким-то красным. В консоли мы видим строки. Именно в этих строках и закодирован наш цвет. В первом черный, во втором красный. Если вы первый раз видите такой цвет, то в программировании цвета кодируются именно вот такими строками. Как именно кодируется цвет, вам понимать абсолютно не нужно. Нужно только запомнить, что если у нас стоит хэш первоначально, то потом будет еще 6 символов, в которых уже закодирован сам цвет. Это называется хэш-цвет. После того, когда мы получили наш выбранный цвет в переменную v1, мне все-таки нужно поменять цвет нашей кнопки. И вот тут будет уже намного сложнее. Чтобы это сделать, я возьму кнопку, которую хочу перекрасить. У этой кнопки через точечку возьму стили, style. Далее после стайла возьму конкретный цвет, который меня интересует. Это background. Поэтому через точку пишу background. И в него буду присваивать наш цвет из поля ввода. Проверим, как оно работает. Я кликаю, кнопка стала черной. Поменяем здесь на какой-то, давайте, красный. Кликну, и кнопка стала красной. Пересчитаем, что здесь произошло. Я взял кнопку, у кнопки взял стили, а потом конкретный стиль. И сказал, что этот конкретный стиль будет иметь новое значение. Будет иметь выбранный цвет из поля ввода. Эта запись для вас в новинку. Но мы неоднократно ее повторим, и вы запомните. Переходим ко второй части, к изучению другого инпута. Инпута,
типом date. Я перейду в HTML, и здесь у меня заранее уже есть верстка. Я ее раскомментирую. Визуально увидим вот такой input. На страничке он выглядит вот так. Еще по названию можно понять, за что он отвечает. Этот input type date. Визуально это такая рамочка, по которой я могу нажать. И когда я по ней нажимаю, открывается окошко, в котором я могу выбрать дату. И как только я какую-либо дату выбираю, эта дата записывается мне в это поле. Сделаем сейчас задачу, при которой я выберу дату, нажму на кнопку, и эта дата отобразится вот здесь. То есть вот тут после data. Или если говорить про HTML, то в этом спане. Для этого мне нужно будет подключить вот эти теги в JavaScript и после подключения выполнить наши стандартные действия. Хочу сразу сказать, что я про эти стандартные действия уже очень много раз говорил. Поэтому мы сегодня повторим их еще один раз, и дальше я про это говорить не буду. Вы уже сами должны понимать, что именно нам нужно делать, чтобы придать кликабельность кнопке. Скажите сейчас сами, что нужно сделать, чтобы придать кликабельность кнопке. Я немного подожду и скажу правильный ответ. А далее мы к этому уже возвращаться не будем. Правильный ответ. Первое. Подключить кнопку в JavaScript. Второе. Создать функцию. Третье. Связать эту функцию с кнопкой. Все эти три пункта я уже заранее написал в коде. Вот они. Раскомментирую наш код, и мы увидим их. Подключение кнопки, создание функции, связывание кнопки с функцией. Если вы не смогли ответить, рекомендую вернуться к прошлым урокам и пересмотреть их. Также я специально называю уроки так, чтобы вам потом было легко найти любую тему по названию. К примеру, вы забыли, как добавлять кликабельность кнопки, и у меня как раз тема так и называется «Как добавить кликабельность кнопки». Вернемся к задаче. Нам при клике на кнопку нужно выводить выбранную дату вот сюда. Для этого первоначально в теле функции мне нужно получить нашу выбранную дату. Для этого я сделаю переменную v2, напишу input, который меня интересует, imp2, и у него возьму value. Напоминаю, что с помощью value мы будем забирать то значение, которое пользователь выбрал в поле ввода. Чтобы вывести это значение на экран, я пишу div, куда я хочу это отобразить, inner.html равно наша переменная v2. Чтобы проверить, я выберу дату, нажму на кнопку и увижу наше отображение. Также хотелось обратить ваше внимание на то, что когда мы выбираем что-либо в этом инпуте, у нас оно выбирается в форме месяц, день, год. Но когда мы эти данные выводим на экран, они выводятся уже в другом формате. Год, месяц, день и через дефис. Форма вывода данных зависит от того, какой у вас часовой пояс. Изменять вывод вам не нужно, он вам по факту подходит. Работа с часовыми поясами сложна, поэтому мы будем раскрывать их намного позже. Сейчас то, что у вас данные выводятся и выбираются в разной форме, вы на это можете даже внимания не обращать, вам все равно. Под конец хотелось бы вспомнить, что мы сегодня узнали. Если мы хотим получить наше выбранное значение из поля ввода, мне нужно первым делом подключить это поле ввода в JavaScript, потом в теле функции получить именно значение, которое мы выбрали. Для получения значения я использую value. То есть value – это ключ к получению значения.
С помощью value вы сможете получать данные из полей ввода в 90% случаев. Также мы сегодня узнали, как изменять цвет с помощью JavaScript. Для этого мы используем вот такую запись style.background и присваиваем в нее какой-либо другой цвет. На этом все. С вами был Бананомастер, разработчик, который может объяснить все. Домашка, как и всегда, в описании под видео.